Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Рак. Второй прогноз. Январь 2026. События на пороге. Знаки судьбы. Давайте узнаем, чего вы не видите. Или то, что от вас может быть скрыто, чего вы не предполагаете. Давайте допустим, что мы не все знаем, не все можем объективно рассмотреть. Но те процессы, которые, возможно, даже от нас не зависят, а от третьих людей, третьих персон или, может быть, вообще от сильных мира сего, да, какая-то внешняя обстановка, они все равно продолжат развиваться. И январь у нас последний месяц, когда Уран в ретро-движении, буквально до 4 февраля. И это касаются вопросы, скорее всего, которые связаны с прошлым. И в данном случае Уран отчасти Сатурн– две планеты, которые нам будут помогать завершить сложные темы, расставить логические точки в волнующих историях. И в центре внимания вопросы благополучия, личная жизнь, финансы, вопросы дома. И не обязательно, что кто-то от нас умышленно, хитро там скрывает, да, имеет какой-то свой хитрый план. Мы и сами можем чего-то не замечать. Вот давайте с вами рассмотрим. И у нас две колоды. Первая – это оракул, цыганский оракул Сибила. Достанем три карты, как три знака судьбы. Первый вопрос, первая карта. Чего вы не видите? С чем это связано? События на пороге. События с первых дней месяца. Продолжим наш прогноз. И на колоде 78 дверей. Зададим некоторые вопросы. Принципиальное значение имеют двери в этой колоде, открыты или закрыты. И первая карта – что придет в вашу жизнь. А что уйдет? Что будет продолжаться? Чем не соблазняться? Давайте достанем такую карту. И на что соглашаться? Вот чего не упустить. И чего опасаться? С чем, а может быть и с кем быть осторожным? Ну давайте посмотрим, чего же вы не видите. А вот есть какое-то легкомыслие, вот интересно. То есть вы, может быть, к какому-то вопросу можете в январе относиться легкомысленно. Может быть и так, чего вы не видите. Давайте я еще раз перемешаю. А мы с вами узнаем, а вообще это с чем связано? Юная женщина. Ну, может быть, кто-то... Это последняя была карта, она не то что выпала, она у меня соскользнула скорее. Но можем рассматривать как подсказку, потому что мы сталкиваемся. Ведь юность в данном случае– это как отсутствие опыта в каких-то вопросах. И мы можем надеяться, к примеру, что вопрос решится сам по себе. Или словно, ну, таким замыленным отчасти глазом думать или верить кому-то, что все будет хорошо. Хорошо-то хорошо, но, видимо, ну, карта нас предупреждает. Может быть, даже с какими-то новыми темами, с новыми людьми, может быть, мои дорогие, будьте аккуратны. Ну, давайте теперь достану сама. Это с чем связано? Чего вы не видите? Вообще карта подарка. Это буквально сокровища, финансы, какая-то материальная составляющая. Вы не видите. Но, может быть, где-то карта будут две, если мы соединим. Аккуратным быть с финансами. Не упустить, может быть, не потратить слишком много. Точно. Ищущие удовольствие. Вот, видимо, вам говорят, чего вы не видите. Как-то вам нужно быть, ну, не то что прижимистым, ведь добрая карта. У кого-то, может, она означает, вы не видите, может быть, какой-то подарок будет. Но все-таки карты две, легкомыслие и ищущие удовольствие. Ну, в общем-то, про одно и то же. И рядом вот у нас буквально какие-то сокровища. Тут явно что-то нельзя упустить. А какой совет нам дадут по такому знаку судьбы? Опять юная женщина. Допустите, что у вас, может быть, это вы кому-то подарок какой-то хотите сделать, такой грандиозный. И не обязательно, что это будет девушка, например, да? Может быть, и мужчина, молодой человек. Может быть, это кто-то из ваших родственников, почему нет? И, может быть, тут нужно, ну, как-то не закрывать на какую-то тему глаза, мои дорогие. Тут явно есть эмоции, раз, и есть материализм, два. И поэтому тут надо разграничить. Потому что если мы добавим эмоции в какие-то
дела, бумаги, может быть, денежные, или какие-то подписания документов, или мы на что-то согласимся, ну, вряд ли тут мы что-то хорошее для себя сделаем, да? И наоборот, если мы, наоборот, в чувства добавим где-то излишнего прагматизма, ну, наверное, это тоже не гуд. Врач. Какая-то ситуация как будто у вас, знаете, требует, может быть, дополнительного. Врач имеется в виду, это как консультант. Эта колода создавалась очень давно. И изображения, значения так и не менялись. Поэтому мы немножко будем перекладывать на нашу жизнь. Врач– это специалист. И, может быть, вам нужно по какому-то вопросу не ждать, когда разберется все само, да, а найти нужного специалиста. Не обязательно, что это врач будет, да, но, может быть, у кого-то буквально, если вас что-то беспокоит, знаете, это не то, что болезнь, ни одна карта об этом не говорит. Она говорит о том, что есть какая-то повторяющаяся, может быть, история или хорошо вам знакомая, и наступает время, ну вот не быть легкомысленным, а разобраться в каком-то вопросе по уму. Мыслитель, вот конкретно так. Ну, правда, тут уже не достаю больше карты, потому что, ну вот продумайте, с чем это связано. Может быть, это у кого-то и с человеком, а у кого-то буквально с тратой денег. Почему нет? Или решением каких-то документальных вопросов. На всякий случай читайте, если вы что-то подписываете. Что написано мелким шрифтом. И если вы подписываете какие-то документы, может быть, вы занимаете руководящий пост или у вас личное дело, у вас свой бизнес. Значит, тут тоже нужно внимательно изучить, а может быть и подсчитать буквально математически. События на пороге. Что-то завершается, мои дорогие. Аркан «Вдовец» так называется. Имеется в виду какой-то опыт по части личной жизни. События на пороге. Или какая-то история, которая у вас была завершена. А что это означает, события на пороге? Это как дома, да? Ну, может быть, это даже свидетельствует о ком-то из вашей семьи, ну, может быть, родители, может быть, и более старшее поколение, или какие-то другие родственники. И буквально сама персона оказывается в вашем доме. Ну, может быть, праздники, мои дорогие. Правда, может быть, какой-то человек появляется в вашем доме, который имеет какой-то личный грустный опыт. Но нам всегда говорит эта карта о том, что уже хватит сожалеть. Может быть, какие-то дела домашние. Да, то знаете, как нужно. Я, конечно, допускаю, аркан священник. Но имеется в виду, если мы говорим священник, да, это, понятно, это какое-то благословение, но помимо благословения это может быть еще и всегда ведь подразумевается, как мы как будто даем либо обет, а то и, может быть, как оформляем отношения, может быть и так, да, или какие-то бумаги, у кого-то наследство, может быть и так, или какие-то вопросы дома, связанные с родственниками или с вашей семьей, или какая-то история, которая давняя история, опять же, она уже известная. Ну, плюс-минус давняя у каждого по-своему. Так вот мне интересно, так а что же это за события на пороге? Деньги. Вам как-то надо по-толковому решить вопросы, может быть, на самом деле. Две вот такие по максимуму карты, которые говорят о деньгах, буквально сокровища, и вы сейчас ресурсны, да? Но вам как-то это нужно переложить в новую плоскость или правильно оформить, все-таки я вижу. Так, может быть, это у кого-то вопросы недвижимости, с чем-то разобраться. У кого-то из вас как будто нужен специалист, и, может быть, в данном случае вот эти две карты, они будут свидетельствовать о юристе. Тот, который знает, как оформить. Или тот человек, который, ну, может быть, уполномочен решать какие-то подобные вопросы. Вам тут какое-то дело нужно не додумывать самому. Это было бы легкомыслие. Вам явно нужно понимать, может быть, как предписывает закон. Или как для вас больше бонусов. Вот будьте внимательны, правда? Деньги никуда не денешь. Вот тут денежная ситуация буквально в самом начале, а вы как будто не видите, вы понимаете, вот так. Ладно, давайте последнюю карту из знаков судьбы. Узнаем, что же с первых дней. Получаете какое-то письмо. Ну, может быть, это не буквально письмо, это может быть и звонок, это может и человек прийти, да, в ваш дом.
Это может быть так же, как и какой-то важный разговор. Давайте спросим, и что это? Да, тут какое-то сообщение от человека, которого вы знаете. У нас вот юная дама и старая дама. То есть имеется в виду не возраст даже, да, а человек, хотя у кого-то может и возраст, и может быть это мужчина. Имеется в виду человек, у которого достаточно опыта, жизненного именно опыта. Вот какая-то история, может быть, это правда у кого-то связано с вашим окружением, ну, назовем ближайшим. Я допускаю, что это могут быть вопросы, взаимосвязанные и с работой тоже. Но вот переложите все карты, которые нам выпали. По крайней мере, каких-то вестей можно ждать. Или, может быть, вы уже что-то получили и сами будете какой-то документ готовить. И перед этим узнаете, как правильно вам поступить, так, чтобы и по закону, так, чтобы и ваш интерес был учтен, и важный документ какой-то составите. Но вам как будто тут не совсем до праздников, правда. Посмотрите, опыт и, наверное, сын ошибок трудных, да, ну и гений парадоксов друг. Вот так и хочется сказать, потому как карта мыслителя– это где-то про гений, это про интеллект, безусловно. Вам какую-то, может быть, задачу не совсем простую придется решать. Может быть, это, знаете, уже собрались где-то провести, может быть, какие-то дни января или куда-то даже поехать, или что-то распланировали. И вполне вероятно, получаете новости, вам придется себя реорганизовать, ну, в каком-то другом направлении. Может быть и так. Давайте узнаем, что нам скажут карты, что придет в вашу жизнь или что спешит в вашу жизнь. Деньги, опять же, понимаете, или вопросы недвижимости дома. Если мы говорили, открыты двери и закрыты, вы сами открываете кому-то дверь. Вам, правда, только вам, мои дорогие, нужно решить какой-то вопрос. Может быть, он и связан с человеком. Или какой-то человек, на ваш взгляд, легкомысленный или ищущий удовольствия, появляется, может быть, юный, хотя, может быть, и не юный, но, может быть, зрелый человек. Но он, как по этой карте, достаточно юный. Он не знает еще, да, не имеет какого-то опыта, который имеете вы. Мудрые решения вам какие-то тут предстоит совершать, но и все-таки быть внимательным к деньгам. Вот это железно. А что уйдет? Отшельник. У кого-то выход из одиночества. Уходит какая-то ситуация, когда вы словно в одиночку сквозь пустыню, может быть, шли. Или по этой карте, когда уходит, знаете, когда вы, может быть, даже касаемо работы, вы что-то тоже делали в одиночку, и вас это устраивало. Уходит что еще? Независимости карта, мои дорогие. Может быть, вот это одиночество-независимость, она уже где-то превысила определенную планку, и вы больше не хотите быть в этом одиночестве. Хотя прежде вам ничто не мешало. Вот здесь где-то мешать вам будут. Потому что по этой карте, а это уходит, да, много людей. Вот нам уже или каких-то таких событий, когда скучать в целом будет некогда. Хорошо, а что будет продолжаться? Ух ты, карта силы. Тут что-то важное у вас на кону. И вам придется договариваться, это точно. По аркану сила здесь энергетика, как у мага. Маг– великий практик. И он умеет вообще быть без чувств, не переживать заново и заново какую-то ситуацию или не переживать даже чьи-то чужие эмоции. Вот, видимо, для вас, что будет продолжаться, вы какие-то очень такие весомые вехи в вашей жизни будете определять в январе точно, а то и с продолжением февраль, март, вот кто знает, может быть, и до конца июля. Я такое могу предположить. Тут целый ряд вопросов может быть с этим связан, но вам все время придется быть дипломатом. Ну, вы и так, мои дорогие, великие дипломаты. Но, тем не менее, вот тут дверь закрыта, обратите внимание. И откроется эта дверь только тогда, когда девушка договорится вот с этим стражем дверей. Это страж дверей, лев. Иногда лев говорит о том, что, ну, где-то наше эго. Мы не хотим делать так. У нас другое видение, мнение. Вот тут действительно вы чего-то не видите. Вы, ну, где-то во власти своих предубеждений находитесь. А вам тут придется где-то и вот это видение или эго в самом себе причесать, и при этом еще и договариваться, может быть, с людьми сложными. Ведь лев–
как будто, да, подчиняется Деве, потому что не чувствует агрессии. Вот от вас агрессии не должно исходить, иначе как-то все пойдет не так. Но и настаивать тут на своем не имеет никакого смысла. С первой карты у нас вот именно пошло в этом ключе, потому что иначе это было бы легкомысленно, мои дорогие, но это будет продолжаться, и как и укрепление ваших позиций, как и в принципе физическая активность. Это когда вы не только темп какой-то набираете, но и возможности сами по себе. И расширяются, и укрепляются. Ваша сила, мои дорогие, она, ну, наверное, в разы увеличивается. И это то, что будет продолжено не только в январе. Чем не соблазняться? Каким-то новым проектом. Вот совершенно новым. Или когда мы будем думать, что для меня сейчас нужно как будто собрать мнение людей, может быть, вы с кем-то прежде советовались, вам тут нет, тут вам нужно решать вопрос как-то в одиночку. Иногда эта карта как работа в команде, мы будем говорить, но всегда это карта будущего. Вот у вас будущее на пороге. Буквально. Вы что-то в январе должны для себя знаковое или значимое определить, но это только вас касается. Никто, может быть, даже не должен, ну не то, что это какая-то тайна, но вас или не поймут, или люди будут заняты каждый своими какими-то заботами, проблемами, как будто нет никому до нас дела. И более того, то, что вы хотите, или то, что вы желаете получить, тут с вами и взгляды могут не разделять. Тут немножко так надо над этой суетой как будто подняться и над обсуждением, мои дорогие. Нам карты оракула говорили, что для тебя будет как будто рак хорошо консультироваться со специалистами. То есть это не те люди, которые поговорим обо всем и ни о чем, а это те, которые дают дельные советы. Те, которые не просто, ну, там, дают советы, нам 1000 могут советов дать, а имеется в виду, они отвечают за свои слова. Или имеет человек богатый жизненный опыт, он уже прошел, протоптал подобную какую-то тропинку. Или когда люди знают, как оформить какой-то документ, и именно, может быть, как и чиновники, официальные лица, или юристы, адвокаты, пусть врачи, мы с чем-то должны окончательно разобраться, а не собирать как будто мнение. Вот в данном случае работа в команде вам не поможет, не соблазняйтесь. Тут какая-то тема, которая касается только вас самих. На что соглашаться. Вот по этой карте как будто прыгать надо. Мы раньше так не поступали. Вот вы, мои дорогие, приготовьтесь, может быть, в январе. Вам придется делать то, на что вы, ну, либо не ориентировались, либо вы этого не планировали, либо вы никогда так не поступали. Вам что-то придется буквально переиграть. И, может быть, достаточно быстро принять решение и решиться. Мы, если смотрим на эту карту, как будто девушка зовет на помощь со второго этажа, кричит, а на карте видно, уже смеркается и никого нет в округе. Никто на помощь не придет. И мы хотим сказать, уже огонь подбирается ко второму этажу. Хочется сказать, прыгай, а она боится. Она боится, потому что она не прыгала. Хотя вот это внутреннее какое-то наше предубеждение. Оно нас как будто сковывает. И где-то отчасти пятерка кубков– это ведь карта апатии, карта разочарований. Вот на что соглашаться, как будто выйти нужно срочно из какого-то глубокого размышления, ненужной философии. Вы видите в одном свете или как-то по-особенному, а обстоятельства, они будут обстоять немножко иначе. Чего опасаться? Что вы потеряете время. Именно время. Нам здесь показаны песочные часы, и человек сидит на погосте, все краски уже закончились давно, врата открыты. Но человек как будто тянет и не может решиться на вот этот шаг. Ну, видимо, знаете, есть какая-то тема, которую вы не должны потерять время и вместе с тем в каком-то ключе продолжить, но совершенно в другом, в новом опыте, с новыми методами. Не отказаться, нет. Тут имеется в виду такой, знаете, тонкий вибрирующий момент, когда не само дело, мы вот так вот крест-накрест ставим, не буду я этим заниматься. Нет, тут нужно поменять. Может быть, это вопросы даже с конкретным человеком.
Тут нужно все равно что-то контролировать, но это требует от вас совершенно новых каких-то энергий или требует того, чтобы вы именно что-то пересмотрели, передумали. Но действовать пора, потому что время мы можем точно так же потерять. Если мы оставим вот как будто на потом, вот как с первой карты легкомыслия, да, вот решится, как решится, да и ладно. Но, наверное, это тоже было бы не очень правильно, мои дорогие, потому что мы тогда, как я уже говорила, рискуем потерять время. Перекладывайте на себя вот такой расклад. Буду благодарна вашим комментариям. Я всегда вас благодарю. У вас волшебные, добрые комментарии, мои дорогие. Хочу поблагодарить за вашу помощь и поддержку, за то, что вы смотрите мои видео. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте мои публикации, переходите на мой сайт. Все ссылки я оставлю в описании под видео «Коридор возможностей». 2026 год, есть у меня такая статья, есть и другие. Все ссылки в описании, опять же, под видео. Переходите или подписывайтесь на телеграм-канал. Буду вам искренне рада. Там я собрала весь мой контент, и, может быть, в одном месте для кого-то это удобно. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.